Ну что, друзья, если вы играете за фракцию теней, то наверняка заметили массу улучшений качества жизни. Давайте посмотрим вот у бармена Бейли, у которого мы выполняем контракты. Теперь этих контрактов можно выполнить всего 6 штук. Вы видите, что максимальное количество контрактов за неделю уменьшено с 9 до 6. То есть не надо будет, а у меня, кстати, и нету больше контрактов, потому что все они заэфкашились моими фамильярами. Ну и еще также у нас появилось у теней такое классное событие, как испытание Акебы. И раз в неделю либо с командой, либо самостоятельно можно убить боссика и получить награды. Кстати, я не выполнял это событие. Давайте быстренько изменим билд и посмотрим, что там нам за боссик выпадет. Давай переносим. И заходим в испытание. Войти. Напишите в комментариях, убиваете ли вы этого босса или оставляете это до лучших времен. Ну, он, кстати, достаточно сильный, как вы видите. И тут нужно будет постараться, чтобы его убить. А что такой сильный, кстати? Ну, на самом деле, не сложнее, наверное, чем испытание босса Диабло. Ой, тут появляется еще и второй босс. Вот это, кстати, мне нравится событие. Здорово. У меня вот какой-то еще баф, который дает мне усиленную скорость, когда я использую скиллы. Короче, эти боссы тоже ваншотятся. Видите, они там пытаются меня каким-то образом задеть, но не получается у них. Похоже, мы тут побеждаем, друзья. Да? А, нет, еще один остался. Ну, умирает дружок. Сейчас мы откадешились и... Давай. Что ты нам дашь? Интересно. Испытание Акебы пройдено. И мы можем, наверное, выйти теперь в портал. Падает нам легендарочка, друзья. Очень классно. Что у нас еще изменилось в тенях и в кланах? Ну, давайте посмотрим на вкладочке «Клан». Теперь в разделе «Подробности. Преимущества темного клана» у нас появились вот эти горячо обсуждаемые плащики. Можно носить вот такой вот плащик бомжа, как его часто называют. Ну, вы знаете, на самом деле, вот который чуть-чуть побольше, и я его сейчас надел, он выглядит не так, чтобы очень плохо. Напишите в комментариях, пользуетесь ли вы этими плащами, чтобы показать уровень развития своего клана. 24 уровень у нас еще не открыт. Самый большой плащик мало чем отличается от того, что сейчас на мне надет. Но, друзья, я, видите, несмотря на то, что плащик такое себе, все равно его ношу. На моем персе это выглядит вот примерно таким образом. Он на каком-то небольшом расстоянии висит, но довольно прикольно. Что у нас еще изменилось? Это, конечно же, улучшения, связанные с собранием теней. Давайте посмотрим, как у нас быстро теперь проходит собрание. Теперь время для получения благословения Акебы уменьшилось. Раньше мы должны были ждать, по-моему, что-то там то ли 2 минуты, то ли еще сколько-то. И сейчас это, насколько я знаю, вот видите, я зашел, у меня 30 секунд, и мы сразу же можем получить благословение. И после сброса мы увидим, сколько нам надо будет ждать заново. Можно сразу же получать эти награды. Я делал ролик, кстати, накапливать весь опыт, все очки боевого пропуска в одном из роликов по переходу на следующий уровень сложности. И на самом деле там небольшое преимущество, поэтому я сразу забираю все награды. И, друзья, давайте быстренько посмотрим,
сколько у нас здесь будет секунд? 50 секунд на каждое благословение, что очень и очень здорово. Это существенно сокращает время на АФКшный вот этот вот процесс. Получаем благословение, и, друзья, я сейчас их все получу, и мы продолжим короткий обзор новинок в тенях. Вы видите, друзья, у меня заняло примерно парочку минут, чтобы получить все эти награды, что значительно быстрее. Это можно делать прямо перед заходом на битву теней в субботу, экономя свое время. Но еще у нас также улучшились сокровищница и ее ограбление. Теперь, когда мы заходим в первый... Видите, я уже свои капы закрыл. Я обычно это делаю там в понедельник, вторник, и у меня уходит на это буквально 20 минут. И я, кстати, задавал этот вопрос у нас в телеграм-канале, и есть игроки, которые закрывали этот кап за 12 и там 15 минут. Буквально, наверное, на следующей неделе я попробую снять ролик, где попробую ложиться именно в 15 минут, забрать все эти капы, получить максимальное количество эфесов и сундуков. И у нашего клана как раз по сундукам стоит таргет. Давайте быстренько посмотрим, что изменилось. На самом деле изменений не так много. Она как и усложнилась, так и упростилась. Но, что интересно, на первом уровне сокровищницы может образоваться портал. И многие игроки его игнорят, но на самом деле он тебя переносит сразу в третью комнату, и ты можешь сразу же забрать все сундуки. Этот портал появляется вот где-то здесь, но игроки его игнорят. Поэтому, если вы увидите этот портал, сразу подбегайте. Важно, чтобы все игроки подбежали к этому порталу и ни в коем случае не брали сундук, который находится вот здесь вот в конце. Я его не буду открывать, потому что у меня уже все капы завершены. Пусть это достанется другим игрокам, но смысл такой. Все это очень и очень быстро проходится. Выходим, чтобы не портить статистику другим игрокам. Также, друзья, в разделе, по-моему, это у нас клан и битва теней, у нас теперь появились у кланов вот такие вот иконки или аватарки. Мы сейчас видим 10 лучших темных кланов нашего пула серверов. И здесь достаточно сильные ребята, которые сражаются, но вот они могут себе вот такие эмблемки назначать. Мы сегодня через 10 минут стартуем битву с Rubber Ducks. Потом мы, кстати, еще будем и башню оспаривать вместе с ними. Я тоже запишу это видео, вырежу лишнее, чтобы мы сразу перешли после этого коротенького обзора, поэтому не отключайтесь. Интересно, кстати, будет посмотреть, как еще изменилась механика подбора на битву теней, но я думаю, что пока никаких изменений нет, потому что у нас не завершен текущий цикл. И если мы посмотрим в тенях, то у нас тут еще достаточно долго этот цикл будет идти. Поэтому, друзья, я думаю, что мы сможем это увидеть только через несколько недель. Кстати, кого поддержать, бессмертных или теней? Я думаю, что можно поддержать, наверное, бессмертных. Больше шансов, что они выиграют. Хотя часто я поддерживаю именно теней. Но напишите в комментариях, кого вы чаще поддерживаете, теней или бессмертных. Также будет интересно узнать, почувствовали ли вы изменения механики битвы теней и матчинга у себя в клане на своих битвах теней. Лично я не почувствовал, и действительно мы каждый четверг сражаемся с очень слабеньким кланом, а вот сегодня мы сражаемся с очень сильным. Ну и еще у нас очень классное изменение, которое улучшает качество жизни игроков, это, конечно же, отряды. И здесь все очень сильно упростилось. Теперь мы быстро можем выбрать
бонус комнаты с помощью этого меню управления ролями. Мы можем выбрать необходимую роль, где будет необходимый бонус, и все это стало в гораздо более удобном виде. Ну, также можем выбрать базовый бонус. Ну, я обычно в наносимый урон увеличиваю, либо увеличиваю вероятность блока, когда играю в PvP, и когда играю в PvE, увеличиваю урон. Мы сейчас выберем именно блок, потому что будем сражаться в битве теней. Ну и, в общем, друзья, напишите в комментариях, понравилось ли вам данное улучшение. Все эти маленькие улучшайзеры значительно повышают качество игры. Мы сейчас сменим билд на наш PvP, потому что уже будем готовиться к битве теней. И что хочу сказать, что я уже говорил об этом в предыдущем быстром ролике по типу этого, о том, что прокачал свои PvP-характеристики, правильно распределив предметы экипировки зеленых сетовых комплектов, где везде есть и стойкость, и сила воли. И на некоторых, кстати, нет, тоже у меня и стойкость, и сила воли. Вот на этом у меня еще нет силы воли, так что можно ее добавить. И мой PvP-билд, он как раз использует негативные свойства, которые дают камни, чтобы контролить противников, и это очень важно, чтобы у вас была прокачана мощь, которая увеличивает действие этих эффектов, если у оппонента этот показатель ниже. Вот такой у меня набор камней для PvP. Грядет большая прокачка, потому что после последнего ролика на 100 глифов у меня накопилось достаточно много ресурсов, и, скорее всего, я буду прокачивать основной свой пул из вот этих 3 камней. Это немножечко off-topic, но, я думаю, тоже интересно игрокам, которые следят за развитием персонажа, вот примерно на моем уровне развития. И у меня, видите, 470 тысяч платины, и так и просится несколько копий купить вот этих классных камешков. Ну, мои основные задачи — это прокачать до 5 уровня колоссальную машину и окровавленный нефрит. И тут у меня достаточно большое количество копий окровавленного нефритика. Вот 3 штучки мне нужно купить 4 из 5, чтобы его прокачать. Ну и также надо будет купить еще 4 копии колоссальной машины. Самый простой, потому что самый нужный камень 4 из 5 у меня уже в инвентаре. Ну что, друзья, давайте готовиться к битве теней. Я прокручу до нее, чтобы не томить вас ожиданием целых 14 минут. Поэтому устраивайтесь поудобней. И всем приятного просмотра. Ну что, друзья, 2 минуты 30 секунд у нас до старта битвы теней. И мы сражаемся против достаточно сильного клана. Это резиновые уточки. И вы видите, что они распределили активных игроков по всем битвам. У нас, к сожалению, не такое количество активных игроков, и мы постараемся выиграть сакральную битву первого матча, в чем я, конечно, очень сомневаюсь, потому что для PvP, я думаю, самый сильный игрок в клане — это я, очень скромно говоря, а я далеко не самый сильный игрок. Ну и, в общем, мы, скорее всего, здесь проиграем, но давайте посмотрим, как у нас будет проходить эта битва. Напомню, что я пока еще не заметил никаких сильных изменений в матчинге, и мы все время в четверг матчимся с достаточно слабым кланом, а в субботу с сильным. И вот сейчас посмотрим, как это работает. Единственное, что изменилось, это то, насколько... Ой, видите, меня задела эта хрень. Но мы здесь попробуем что-то из себя показать. И особо ничего не сможем, наверное. Очень сильные игроки ваншотят меня буквально с одного удара. Видите, я прям ничего не могу сделать. Но вот кто-то даже умер. Я, наверное, надеюсь, этому поспособствовал. Опа.
Ты умрешь? Нет. Как ты так быстро перемещаешься из одного в другое место? Вот зараза. Сработал и фамильяр мой, и спаситель на моем гладиаторе, да? Так что, друзья, битва такое себе. Но вот эти вот столбики очень сильно дамажат, и это единственное, что задерживает наших противников в этой битве теней. Раньше это все гораздо и гораздо быстрее проходило. До сих пор у нас столбик еще не задамажен, что достаточно прикольно. И я здесь стою на поддержке. Давайте сделаем вот так вот, чтобы их немножечко... Опа! Смотрите, я даже двоих чуваков замочил, что здорово, да? Но все равно перс мой очень слабый для битвы теней. Нужно сильнее качаться и надеяться на то, что все-таки Близзарды хорошенько подкрутили матчинг, и мы будем сражаться с более слабыми кланами. Ну, уже начало положено нашего проигрыша. Видите, первый столб уничтожен. И мы здесь, друзья, к сожалению, проигрываем. Мне остается только вот так вот прыгать туда-сюда, чтобы мои шакрамы и бомбы немножечко подамажили народ. Ничего себе, видите, это вот как раз камешек сработал на мне, осколок звездного огня. Так что классный PvP-шный камень, он тоже у меня есть в спящем состоянии, возможно, его как раз вот и использовать в такие моменты. Очень-очень часто друзья им пользуются из другой команды. И на мне висела периодичка, поэтому... Кстати, вот этот Джел, да, Джалли, он меня постоянно убивает. Видимо, на нем очень много яда висит в его стрелах. Ну, ничего. Надеемся на изменение матчинга. В общем-то, и... Я думаю, что после того, как цикл сбросится, мы все-таки сможем что-то показать тут. Блин, играю с джойстика, еще что-то не могу понять, где на какой клавише вот это умение большое. Вот. А как его вообще нажимать? Я кого-то проклял там, да, судя по всему. Так. Ну, очень сильно я получаю периодичку. Давай, я захилюсь. И мы проигрываем наш второй столбик, уже практически мертвый. А вот варвару, который мочит наш столбик, вообще ничего. И меня еще мощно замедлили. Здесь у нас жизни не восстанавливаются, друзья, так что у меня верная смерть. И видите... Мы здесь, скорее всего, проигрываем. Очень сильный игрок. Не уверен, что можно будет потом после битвы посмотреть их характеристики, но мы попытаемся. Все наши участники группы лежат мертвым грузом пока что. Давай, воскрешаемся. И последний бросок у нас... Но нет, гладиатор срабатывает еще разок. Но все мои стрелы ничего не дают по противникам. Ничего. И отлечивание, видите, тоже не получилось у нас. На мне, видимо... Опять этот Джелли, самый сильный игрок. Да, очень сильный. Уверен, что мы потом сможем посмотреть его характеристики. Скорее всего, это лидер клана или один из сильнейших игроков, Rubber Ducks. И, в общем, его потом найти, посмотреть его характеристики можно будет, не так сложно. Но что-то, видите, не получается нам их быстро шотить. Все-таки очень сильные игроки в Rubber Ducks.
Ну, просто ребята не занимаются какой-нибудь ерундой, типа там работа, семья, они целыми днями сидят, играют, и поэтому такие сильные. Вот. Так что надо бросать всякую фигню, которой я в основном занимаюсь. Работа, семья, дети и так далее. И с утра до вечера фармить, играть, прокачивать своего персонажа, друзья. Ну, это кошмар какой-то. Ну, что я могу точно сказать? Что битвы стали дольше. И мы, друзья, здесь проигрываем. Я даже не смог успеть воскреситься. Дефит. Ну, конечно, дефит. Ну, а что ты будешь делать еще? Давайте посмотрим наши характеристики. Меня назвали MVP-шкой. Возможно, потому что я меньше других умирал, потому что я в самом низу там бегал. Ну, по количеству очков действительно я MVP. К сожалению, я не смогу посмотреть характеристики Джали. Здесь нет такой функции в битве теней, но мы, наверное, сможем это сделать, посмотрев этого игрока в клане. В общем, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам улучшайзеры, которые касаются кланов и теней, насколько удобнее стало проходить сокровищницу, а также получать благословение Акебы. Это ежедневные задания, благословение Акебы, которые нужно получать, чтобы получить ключи претендента, свои 12 штучек, и сразу же их обналичить в святилище Ибн-Фахта. Также у нас уменьшилось количество контрактов, всего 6 в неделю, что тоже очень здорово. Мне все эти улучшайзеры нравятся, и я жду обновления цикла, чтобы посмотреть на новый матчинг кланов для битвы теней. Спасибо большое за просмотр. Не забудьте подписаться, если вы еще не подписаны. И если видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк. А мы с вами увидимся в следующем ролике.